Вы на канале Дубль 2. Меня зовут Галина. Я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто подписывается на мой канал. Также напоминаю, подписывайтесь, те, кто смотрит мои ролики. Не просто смотрите их, а, пожалуйста, подписывайтесь, потому что это условия YouTube. И только при этих условиях, если у меня будет много подписчиков, много лайков, то я смогу продолжать дальше развивать свой канал, дальше работать, дальше снимать для вас, показывать нашу жизнь в Сербии, рассказывать о том, как мы живем, знакомить вас с тем, с чем мы сталкиваемся в жизни в Сербии, отвечать на ваши вопросы, рассказывать, как мы пережили, делиться своим опытом. Также для вас риэлтор отвечает на вопросы. Мы делаем совместные ролики с Алексеем, который профессионально занимается недвижимостью в Сербии. То есть для того, чтобы я могла дальше заниматься своим каналом, мне необходимо, чтобы у меня добавлялись подписчики. Так уж устроен YouTube. Поэтому, если вам не сложно, то, пожалуйста, не просто смотрите мой канал, а подписывайтесь на него. Также вы будете своевременно узнавать, если будете подписаны, о том, когда вышел мой следующий ролик. Сегодня мы с сыном для вас посмотрим сайты местные Сербии о поиске работы. То есть это будет один сербский сайт и несколько телеграм-каналов, где также размещаются объявления о поиске работы. Также там же можно разместить какие-то свои услуги. Так что, кому интересно работа в Сербии, сколько за нее платят, поехали с нами изучать. Вот мы открыли сайт, называется сербский сайт по поиску работы, называется Послови Инфостуд. Правильно? Если я правильно прочитала. Вот. Какие еще названия сайтов-то есть? Ну, как я понял, в ту же группу входит Hello World. Это айтишный сайт, на котором ищут вакансии, соответствующие в IT. Есть еще какой-то не Инфостуд, а Стартуй, как-то так он называется. Но это тоже сербский сайт, да? Это тоже сербский сайт из той же группы. Там, по-моему, вакансии не для специалистов, а для начинающих как раз-таки. Ну, от той же... Для начинающих что ты имеешь в виду? То есть и рабочие специальности разные там? Ну, или? нет, типа для людей без опыта, для студентов, такие более простые вещи, типа начало карьеры. Я туда не заходил ни разу, зарегистрировался только вот здесь. Ничего сказать не могу. И еще ты зарегистрировался на LinkedIn, да, тоже? LinkedIn по всему миру работает. Это не сайт для поиска работы в классическом понимании. Это такая соцсетка для тех, кто ищет работу. Поэтому там есть и вакансии, и способ с кем-то пообщаться, коннект установить. В общем, такая наполовину мессенджер, наполовину поисковик. Такое все. Это всемирное, да, уже? То есть это не сербское именно? Да, это международная штука. Ага. Так, ну, здесь, чтобы было понятно, что оно же будет, конечно, не на русском языке, нам надо перевод было сначала сделать, да? С этого начинается? Или мы выбираем город? Что первое надо будет сделать? Ну вот перевели, чтобы было понятно, что написано на где экране. ты переводил? Дальше... Покажи. Ага, вот здесь язык нужно выбрать. Вот это было на сербском. Выбрали, ну-ка еще раз. Перевести на русский. Так, перевели страницу. Значит, мы выбираем город. Ну, так как мы в нише живем, мы выбираем ниш. На примере ниша покажем, какие вакансии сейчас размещены на этом сайте. Вот, выбрали ниш. И чтобы было интересно смотреть вакансии, конечно же, мы сделаем фильтр, поставим, чтобы были указаны зарплаты. То есть это будут не все далеко, не все вакансии. Поставили фильтр, да? Давай ищем. Так, надо понимать, что это сайт, конечно же, для Сербии, в первую очередь для сербов, поэтому здесь предлагают вакансии со знанием в первую очередь сербского языка, вот, потому что это специалисты будут, и также требуются какие-то другие языки, там и английский. Вот, например, первое же выпадает эксперт по B2B продажам. Это я не знаю, что это такое означает, это B2B. Эксперт по продажам, и требуется японский и польский язык. То есть вообще специфическое такое требование и японский, и польский. Вот, поэтому надо понимать, что чтобы искать работу здесь, на этом сайте, нужно знать сербский, и нужно знать
как минимум английский, наверное, либо хотя бы сербский. Вот. Вообще там или. Или, да. Да. Но все равно это не самые такие языки распространенные, да, японский и польский, чтобы... Ну, вот специфическая такая первая же выпала вакансия. Ну, давай, подожди, давай посмотрим, что они там предлагают. Оплата. Еще здесь есть такое вот, я даже не знала, что это называется, так вот написано бруто, 1900 евро ежемесячно. То есть бруто это до вычета налога, правильно? Да. До вычета налога. А налог, насколько я знаю, зарплата вычитается в Сербии 10%. Дальше смотрим, что у нас еще. Водитель, да, там, подожди, не убирай сейчас. Водитель категории С для международных перевозок в нише от 250 тысяч до 350 тысяч ежемесячно. Это в динарах. Такая, да, обещают так неплохо. Да, 250-350 тысяч. Ну, дальше давай. Писатель контента для взрослых. Значит, опять же, бруто, то есть до вычета налога 700-1000 евро ежемесячно. Ну, еще минус там 100 евро, то есть где-то 600, 800, 900, в общем, такое предлагают. Давай дальше смотреть. Торговый представитель, болтовня. Это, скорее всего, перевод, да, такой просто. Ну, чатер. Чатер, что это означает, торговый представитель? Ну, то есть переговоры вести, я так понимаю. То есть, ну, то же самое, наверное, как и в России торговый представитель. Значит, чистая сумма, то есть это имеется в виду уже, значит, за вычетом налога от 850 до 1500 долларов США. Как видно, тут не только в динарах пишут зарплату, и в долларах США, и в евро. Вот. Дальше. Младший представитель по развитию бизнеса, англоязычный. Вот. То есть английский язык нужно. Помимо сербского еще английский нужно знать. 785 1100 евро ежемесячно. Ну давай дальше. Мы так немножко ускоримся, потому что все подряд это очень много времени уйдет. Диспетчер. Флетбетта, Вирджиния. Не знаю, что это имеется в виду. Флетбетта. Название компании или что. Диспетчер. 1500 до 3000 долларов ежемесячно. 2 смены. Ладно, дальше повар. Повар в городе Ниш. От 70 тысяч динар до 130 тысяч динар в месяц. Чистая сумма, то есть уже с вычетом налога. Тоже 2 смены пишут. Повар. Диспетчер транспортных перевозок. От 1500 до 2000 долларов ежемесячно. Дальше листаем, давай посмотрим. Удаленный торговый представитель. 2500, от 1500 до 2500 долларов. Работа из дома. То есть разные работы есть. И предлагают и из дома. Вот второе. Агент-оператор. Тоже работа из дома, например. Стажировка в компании приключенческого туризма. Дизайн и маркетинг поездок. 357 евро ежемесячно. Что-то как-то маловато. Мало. Так. Менеджер по операциям маркетингового агентства. От 3 до 4 тысяч долларов. Работа из дома. Кстати, много, да? Дальше опять. Работа из дома, работа из дома. Инженер по моделированию потоков. Не знаю, что это такое. Работа из дома. Тоже 140, 230. Это в чем? В чем? Не поняла. 140, 230 тысяч динар. Специалист по треку безопасности для рынка США. Тоже понятия не имею, что это. В общем, 900 долларов предлагают. Дизайнер путешествия, работа из дома. Слушай, а что-то у нас все работа из дома идет. Это какая-то выборка стоит тоже, фильтр или нет? Или так совпало просто? Смотри, все работа из дома. Нет, не все. Но очень много, да? Очень много работы из дома.
Дизайнер путешествий 1200-1400. Консультант по продажам на немецком языке. Вот, на немецкого нужно. 110-150 тысяч в динарах. Давай дальше. Бухгалтерский персонал. Работа из дома. 1000 долларов ежемесячно. Описание должности. Давай почитаем про бухгалтера-то могут, в принципе, да? Бухгалтер может устроиться. Бухгалтерский персонал. Работа из дома. Прибыль 1000 долларов. Описание должности. Должность бухгалтерский персонал. Удаленка. Корпоративный контролер. Отчетность. Бюджет зарплаты. Бюджет зарплаты начинается с 1000. Я не понимаю, что это имеется в виду. Бюджет зарплаты с 8 до 5 по времени США. Ты что-нибудь понимаешь? Ничего. Ну, здесь... Зарплата от 1000 долларов в зависимости от кандидата. Да. А расписание с 8 до 5 по времени по местному. А если это И по удаленка сербскому. пишут, то все равно с 8 до 5 нужно находиться, да? Да. А почему США? То есть это должность какая-то, видимо, предлагается американская компания. Ну, можно нажать, посмотреть. Давай. Уже, в принципе, написано. Транспортная компания, базирующаяся в США. Мы лидеры отрасли. Последние МБА. Ну, в общем, вот такой вот у них несколько вакансий, все удаленные. Менеджер, бухгалтер, специалист по безопасности. Кстати, вот это интересно. А может быть, им сербский не нужен вообще, правильно? Смотри, даже адрес американский. То есть они, в принципе, физически в Сербии не присутствуют. Они сюда закинули вакансию просто потому, что человека ищут. Значит, скорее всего, им нужен вообще английский язык, чтобы по-английски разговаривал человек. Я так думаю. То есть работа на удаленке бухгалтера, пожалуйста. Можно прочитать, как это, требования к кандидату. Давай прочитаем. Высокая честность и сильная трудовая этика. Приверженность совершенству высоким стандартам. Ой, бла-бла-бла, это все бла-бла-бла. Сильная деловая хватка. Конкретно, что им надо? Надо, чтобы знать английский язык или что? Сильные организационные задачи, критические аналитические навыки, умение управлять приоритетами и рабочими процессами, способность работать самостоятельно в составе различных команд, универсальность, гибкость, бла-бла-бла. Где знание английского? Очень непонятно. Общие слова. Ничего. Это все? Ничего больше нет? Ну, нет, но если мы вернемся к оригиналу, тут все написано уже по-английски. Обычно в явном виде прописывают. Мы хотим видеть того, кто знает английский на уровне. И там либо беглый, fluent, либо конкретный указан, может быть, C1, например. Тут они ничего такого не пишут. А до этого мы смотрели, там на сербском было, правильно? Ну, они либо на сербском, либо на английском, в зависимости от компании. Кто-то, например, айтишная компания, опять же, охотно пишет все на английском. И на LinkedIn там таких вакансий завались от местных компаний, не только от местных. А здесь все-таки сайт больше сербский, он на сербском языке как на основном сделан для сербских работодателей. Тут куча местных компаний, которых, например, нет на LinkedIn. Поэтому, да, тут чаще на сербском. Это скорее исключение. Как думаешь, почему американская компания ищет себе бухгалтера в Сербии? Они не в Сербии его ищут, они его ищут в принципе по миру, где рабочая сила Но это же подешевле. сайт сербский мы открыли. Ну, правильно, где рабочая сила подешевле, и в том числе они сюда ее закинули, Всё. чтобы, возможно, взять себе сербского, кто он там был, бухгалтер. То есть у них не особо, значит, сильно это оплачивается дело, поэтому они хотят просто подешевле Нет, найти. у них это просто дорого. Держать бухгалтера дома в США и платить ему там какие-то многие сотни долларов, чем... Они хотят сэкономить и найти где-то на стороне, да? Ну да. Видишь, даже 1000, если они в Сербии готовы 1000 платить, в США это наверняка очень гораздо выше оплачивается. Да. То есть если вы знаете английский язык, как вариант, ну, естественно, если вы бухгалтер, обладаете этими знаниями, навыками, вот как вариант, пожалуйста, можно удаленно работать. Но, с другой стороны, бухгалтер это такая работа, которая как бы должна соответствовать своему рынку. Бухгалтер
из одной страны, бухгалтер из другой страны. Это разные бухгалтера. Ну, это им виднее. Они же ищут из другой страны. Правильно, да. Все. То есть, как вариант для бухгалтеров, вот, пожалуйста, удаленная работа на Ну компанию вот США. обязанности, например, включают сверку данных QuickBooks и другие операции общего реестра. Пойди пойми, что это такое. Ну, может, бухгалтера знают, это мы с тобой не знаем. Может Может быть, быть. они и знают. Может быть, но зная США, у них все свое, поэтому, скорее всего, это какая-то жутко специфичная вещь М. для них. И, в общем, это надо знать, чтобы сюда подаваться. Ну ладно, давай дальше. Что еще? Бухгалтер мы посмотрели. Ассистенты итальянской онлайн-платформы. Тоже работа из дома. 750-800 евро ежемесячно. Ассистент итальянской онлайн-платформы. Не знаю, то есть это тоже удаленная работа. Будем заходить смотреть конкретнее. Не знаю, Давай как мы хочешь. перечислим, а все-таки кому интересно, они. Этот сайт можно из России посмотреть, как ты считаешь? Я Открыть. думаю, да, что нет. То есть, ну, с использованием, если вы смотрите мой YouTube канал, то значит вы сможете, скорее всего, посмотреть и этот сайт. Так, давай, тогда мы не будем прям углубляться на каждом, потому что мы не успеем просто. Вот это я не понимаю, что это такое ускорить диспетчера. Что это? Работа из дома. Ускорить диспетчера. То есть как типа помощь какому-то диспетчеру, что ли? Вот оригинальное название, кто знает, тот поймет. Ну, а ты знаешь, что это такое? Ну, это что это опять логистика. Логистика. Ну, в общем, да, это какой-то помощник диспетчера, я так понимаю, что это такое. Давай на русский-то ты-то знаешь английский, я-то нет. Так, еще диспетчерская служба грузовиков. Опять же, работа из дома. От 2 до 4 тысяч долларов в месяц. Хорошая такая зарплата. Не знаю, что там они хотят. Диспетчерская служба грузовиков. Не знаю. Так, или посмотрим. Вот все-таки интересно. Ведь диспетчер не требует прям таких каких-то. Давай посмотрим все-таки подробнее. Диспетчерская служба грузовиков. Удаленное направление. Пожалуйста, не подавайте заявку, если не соответствуете требованиям. Так, смотрим требования. От 2 лет опыт работы. С чем? С прямыми коробами. Значит, с прямыми коробами. Мы когда переезжали из России в Сербию, у меня такой опыт с коробами был вообще. Мы столько перевозили сюда вещей. Мне подойдет. Ну, вот я думаю, логисты поймут, что тут написано. Running Straight Box. Что это такое, я не знаю. Но судя по тому, что оно написано заглавной буквой, это какая-то аббревиатура или что-то такое специальное, профессиональное. Ну ладно, мы предлагаем базовая зарплата плюс валовая комиссия, расположение в центре города. Они же пишут удаленно. Причем тут расположение в центре города? Постоянный трудовой договор, частное медицинское страхование. Так, что еще? С 2, в общем, выбор типа времени рабочего, либо с 2 до 10, либо с часа до 9. Опыт работы. 13 лет отраслевой экспертизы. У нас есть. Нет, это уже про них. Почему выбираете нас? Я не совсем понимаю вообще, какие требования они предъявляют. Непонятно вообще. Работы с коробами. В общем, яснее не стало. Ладно, выходим отсюда. Хотела я понять просто, что из себя это представляет вакансия. Водитель-курьер. Ну, например, водитель-курьер от 70 тысяч и до 240 тысяч динар. Вот. Ниш плюс 9 городов. То есть куда-то ездить. Видимо, давай зайдем тоже посмотрим, нужна своя машина или нет, что они предлагают. Нет, как я понимаю, это 9 городов, в которых они готовы кого-то нанять. То есть это не по городам езда, да? То есть это либо в таких городах, либо в таких, если вы проживаете, можно работать. Вот Белград, Крагуевац, Кралево, Крушевац, Лесковац, Ниж, Галерия, не знаю, как правильно называю, ударение, Субботица, Зринянин, Чачак.
или чачек. Галерия оказалась Нови-Садом. О, ничего себе. Вот так вот. Вот Галерия, так оказывается, английский не Новосиб. знаете, сербский. Будете галерии искать. Не говори, я бы искала галерею. Хорошо, что ты у меня такое все знаешь. Ладно. Курьер. В разных городах есть вакансии там. Зарплата от 70 тысяч динар до 240 обещают для работы собственным или нашим транспортом. Электровелосипеды. В нашем предложении электровелосипеды есть и скутеры. Да? Да, и потом перечислены. В общем, доставка чего-то, курьер от 70 тысяч. 70 тысяч это в динарах, это 55 тысяч рублей. Это от, конечно, они обещают там прям очень много, аж до 240 тысяч, но, как показывает практика моего поиска работы, надо сначала смотреть на нижнюю, потому что завышенное это все обещание. Это обычный курьер-развозчик. Да, Написано ну я просто World хочу Globo. прикинуть, то есть получается 55 тысяч, если это на рубли перевести, где-то вот так вот в месяц зарплата. 70 тысяч динар курьер. Ладно, давай обратно. Сколько мы с зарплатами нашли там? Сколько всего предложений? 30 с чем-то, да, по-моему? 35 было. 35. Так, курьера посмотрели. Административный оператор. Это уже не удаленка. Административный оператор. От 75 тысяч динар. Не знаю, ладно, давай дальше. Работник на складе. От 400 400. Почасовая. 400 динар в час. Правильно? И уже с вычетом налога. Правильно я понимаю? 400 динар в час. Работник склада. Интересно, ну-ка давай считать. Предположим, 8 часов рабочих, 400 динар в час. Это у нас получается 3200, да? 3200, правильно я посчитала? 3200, ну, 3200 на рубли это получится. Минус 2, где-то 2600. 600 примерно. 2600. В принципе, вот я когда работала специалистом по сертификации, я где-то 2 с чем-то и получала в день. То есть, в принципе, вот смотри, это нормальная зарплата. Работа на складе и на вспомогательных работах, укладка и перемещение товаров, поддержание порядка на рабочем месте. В общем, таскание разных товаров, не знаю, что за компания, и оплата 400 динар в час получается. Я посчитала, что это где-то 3200, да, это в день, если это 8-часовой рабочий день. Вот. И, в принципе, это 2 с лишним тысячи, 2,5 и больше тысячи рублей, если на рубли перевести. И, в общем-то, я, например, работая в России, именно такие деньги получала. То есть, в принципе, это нормальная зарплата. Но для мужчин, которые имеют физическую силу там таскать какие-то товары. Давай обратно, понятно. Официант. Официант, официантка. А в городе Ниш от 70 тысяч до 80 тысяч динар ежемесячно ищет ответственного, коммуникативного и доброго человека на должность официантки. Главное доброго, понимаешь? Официантка должна быть доброй, все правильно. Но я бы сказала, не добрая, а воспитанная. Так, если вы любите работать с людьми, умеете поддерживать хорошую атмосферу, быть частью команды, бла-бла-бла, обязанности обслуживания гостей и получения приказов, знание ассортимента продуктов питания, напитков, поддержание порядка на работе. Ну, в общем, стандартные все такие требования для официантки. Так, еще раз сколько? Ну-ка, листани туда, посмотрим, сколько у него. 70, от 70 до 80 тысяч динар ежемесячно. Работа, полный рабочий день, ну, 8-часовой рабочий день. Так, ладно, поехали дальше. Администратор. Администратор 60-90 тысяч динар. Ну, понятно, что здесь, скорее всего, знание сербского нужно. Для русских это не подойдет.
Дальше. Техническая поддержка. Инженер-электрик. От 80 до 120 тысяч динар. Хорошая зарплата. В первую смену. В общем, инженер-электрик. Ладно, дальше. Оператор колл-центра. От 60 до 100 тысяч динар. Дальше. Женщина-мужчина, парикмахер. Вот, например. От 65 до 80. И это еще без вычета, да? Без вычета налога. Еще минус 10%. Ты улыбаешься? Ничего. Какой универсальный работник. Женщина, мужчина, парикмахер. Прям 3 в одном. Женщина. Нет, ну просто им без разницы, женщина или мужчина это будет. Главное, он должен быть парикмахер. Женско-мужский фризер. Типа, То есть это. да. Я и сижу, думаю, Ну ладно. Ну ладно, я так поняла. Теперь понятно по-другому. То есть женский и мужской парикмахер, который может стричь и мужчина и женщина. Ладно, ну зарплата маловато, да? 65-80 это еще до вычета налога. Еще минус 10%. Что-то прям маловато. Но я не знаю, может у них там есть какая-то возможность побольше поработать, побольше заработать. Кто его почему да? знает. А? Почему да? Ну вот же написано, тире 80 тысяч динар. Не, в смысле, почему до вычета? Нет-то. Это уже. Ну ты давай поправляй меня. Видишь, вот я думаю, перепутала. То есть бруто это когда уже еще до вычета, а нет, это уже с вычетом. Ну, если я ошибаюсь, поправляй. Я это только что и сделал. Вот. В общем, 65-80 тысяч динар, это уже с вычетом налога, это парикмахер. Либо женский, либо мужской, либо, я не знаю, они хотят и того, и другого. Дальше таксист. От 80 до 110 тысяч динар. Первая, вторая, третья смена. Ладно, дальше. Кстати, да, вот много вакансий, а мы сейчас выйдем и вообще посмотрим, сколько вакансий, да, потому что интересно, они же не все указывают зарплаты. Какая зарплата? Вот интересно все-таки, какая часть указана? Водитель. 80-110 тысяч динар. Для работы в городском такси. Тоже таксист это получается. Еще таксист. Кстати, таксистов много. Да. Тоже 70-110 тысяч динар. Тоже уже это с вычетом налога. Мастер пиццы. Ну, повар, наверное, да, что значит мастер пиццы? У нас, кстати, есть в нише, как знакомые, мы просто знаем человека, что он из России переехал, ходил на те же курсы изучения сербского языка, куда ходили мы, с сыном изучали сербский. И он окончил, он, по-моему, там долго ходил, он все там, по-моему, прошел, да, курсы. В общем, потом он устроился работать, вот мастер пиццы, видимо, так называется правильно, в общем, поваром в пиццерию. И очень такой известная достаточно компания, это Бранкович называется, сеть большая. И у него прекрасная пицца, мы ходим только в эту пиццерию, где он работает, потому что все, что вот готовит он, когда его смена, пицца шикарная, очень вкусная. Вот. Причем мы даже не знали, что это российский, что это русский человек, переехавший, да, вот в Сербию. Мы думали, ах, как там вкусно готовят пиццу. И вдруг оказалось, что этот повар из России. И вот он закончил курсы сербского, потом он влился вот в эту компанию, стал там работать, и говорят, что он прям прекрасно уже по-сербски разговаривает, благодаря тому, что он очень быстро адаптировался, стал общаться с местными, и вот за короткий период прям сильно хорошо стал разговаривать по-сербски. Вот, так что люди, переехавшие из России в Сербию, вот могут работать в тех же пиццериях, там, поварами где-то. Но, конечно же, нужно знать, нужно все равно изучать язык, потому что, ну, никак по-другому. Мастер пиццы, еще один. Давай дальше. Мастер пиццы, еще один. Здесь сколько у нас? 85-115 тысяч динаров предлагают ежемесячно. Первая, вторая смена. Давай дальше листаем. Мастер пиццы, еще один. 80-100. Ну, то есть тоже очень близко. 80-100. Вот так вот.
Таксист, опять таксист, 70-120 тысяч динар. Дальше. Водитель категория А вот С и все. и Е. Тоже на Висат. На Висат уже пошел, да, все. А кстати, а на Висат, давай посмотрим, сколько там вакансий. На Висат. Сколько всего? 106 результатов. О, то есть это все или это с указанием зарплаты? Зарплаты, конечно, там Вот, без конечно, в зарплаты Нависаде намного больше работы. 500. Вот в Нависаде 500 результатов предложений работы, и из них 100 с лишним это там, где указана зарплата. А для примера, в нише было всего лишь 35 предложений, где указана зарплата. То есть прям в 3 раза больше предложений. Вот. Ну давай листанем по-быстренькому, посмотрим. Водители, опять же, водители требуются. Это уже в Нависаде. Эксперт, это то же самое вылезло тут. Офицер службы безопасности на Висаде. 75-85 тысяч динар, такая себе зарплата. Координатор службы, немецкий язык, бармен. 75-95 тысяч динар. Техник какой-то, оптический установщик сети. Не знаю, что такое вот это миссар. Что такое миссар? Миссар, что это? Мясник. Мясник. Угу. Я, кстати, так и подумала, да. Давай, выходи туда обратно. Мясник. 84 тысячи динар. Писатель. Это опять то же самое. Писатель. Давай дальше еще. Торговый представитель. Ну, то, видимо, повторяются, да? Молодой человек в супермаркет. Вот понимай, как хочешь. Молодой человек в супермаркет. Кто это? Зачем он им нужен? Ну ладно, молодой человек им нужен. Супермаркет. 371 1 динар они хотят платить за час молодому человеку. Администратор отдела сертификации. Боже мой, как это близко ко мне. Сертификация. 70-80 тысяч динар. Ладно, младший представитель по развитию бизнеса. Дальше. Диспетчер. Диспетчер опять. Установщик техник по обслуживанию электронных устройств и систем на транспортных средствах. Не знаю, что там требуется. Административный работник. 70-90 тысяч динар. Все, давай немножко так посмотрели, обзор небольшой сделали. Еще можно сказать, что конкретно для тех, кто переезжает из России, там, для русскоговорящих, в Сербии есть другие источники, где можно посмотреть, какую работу еще предлагают. Помимо всех вот этих сайтов, есть еще в Телеграм-канале группы, где размещают объявления о предложениях по работе. Давай мы сейчас туда еще зайдем и посмотрим, что там вообще есть. Мы листанули вот до декабря месяца. Вакансия. Администратор зала. Работа с гостями, поддерживание порядка. В общем, администратор кафе. Ну, кстати, они не пишут, да? Давай дальше. Не пишут зарплату. Нам просто интересно понять, какие зарплаты. Поэтому нет, наоборот, туда. Кстати, вот наш знакомый что-то предлагает тоже. Ладно, не будем это читать. Там что-то свое. Флористы вот предлагают. Значит, нужны флористы, декористы, декораторы. Декабристы. Декористы. Декораторы, художники. Кстати, художник нужен. Кондитеры. Так. 8 января. 8 января.
Знание сербского разговорного языка обязательно. Так что я в пролете. Так, ну вообще, видишь, то есть как бы они все равно хотят, хоть это русская компания, то есть кто-то открыл что-то, но хотят, чтобы нормально разговаривали по-сербски. Поэтому по-любому учить сербский язык нужно, если только вы не планируете здесь работать просто вот удаленно и все. Дальше, что еще? 3000 динар. За что это? Подработка для сильных. Грузчики. Грузчики. Оплата 3000 динар на человека. Ну ладно, давай дальше. Клининговая компания, то есть уборка. Давай прочитаем. Работа в квартирах образованных, культурных и приятных клиентов. Наведение порядка и чистоты. Это те, кто убирают, должны быть образованными, культурными? Или это они говорят о том, у кого убирать? Культурные клиенты, те, у кого убираться нужно. Что предлагаем? Работа 3-5 часов в день, 2-4 раза в неделю, в первой половине дня, гибкий график, работа в паре или одному. До 3000 динар в день. Работаем по нишу. Опыт не обязателен. Главное аккуратность, внимательность и желание работать. Ну, то есть такая подработка. Убираться где-то, хорошо порядочек навести, 3000 динар на руки получаете. До, кстати. Поэтому это может быть и меньше. Дальше, что еще? Опять же, не везде пишут, сколько хотят денежек заплатить. А здесь только предлагают? Или можно разместить объявление и о том, что ищу работу? Ну, вот пример. Ага, да, то есть можно искать, в принципе, размещать. Ну, давай дальше посмотрим. Не, вниз, Там вниз все надо. кончилось уже. Это все, да? Ну, давай наверх тогда еще. Вот с машины что это за объявление? Перевозки какие-то, микроавто. О, привет, друг. Привет, помощник пришел. Давай садись, будешь искать работу себе, хватит уже халтурить. У меня есть пассажирский микроавтобус на 7 мест. При необходимости сиденья могут сниматься. На крыше имеется багажник размером. Если вы хотите переехать из ниши или окрестности в другой город вместе с имуществом, то могу вам с этим помочь. В общем, подработки, всякие разные объявления и ищу, и предлагаю свои услуги какие-то. То есть можно все что угодно размещать здесь. Аккуратно, Тимофейка. Ты здесь будешь лежать, да? Вот. И вот лапу надо обязательно на клавиатуру. Ну как без этого? Ну ладно, давай. Ну давай еще посмотрим. Так. Это мы уже видели. Или это еще одно по уборке? Ну, оно по-другому выглядит, но это Клининг то же тоже. Ну самое. да, то же самое. Опять же, клининг. 2500. 500 работ. Ну, то же самое тоже. Клининг 2500 пишут. Видишь, Вакансии. клининг один и Подожди, тот вот же. еще вакансии тоже что-то такое. Уборка какая-то. Чистеры, стекломойщики. Доход на руки до 4000 динар. Ну, в общем, я видела от 2, 2,5, 3, ну и здесь пишут 4. Это клининг. Отработка. Кондитерская. Требуются официанты. Ну, опять не указывают, какая зарплата. Давай еще один посмотрим. Интереснее. Другой сайт. Не сайт, а это канал. Ну, это Белград.
Белград. Ну что же, посмотрим Белград. Ну, тут клининг опять. Зарплата до 100 тысяч динар. Я так понимаю, в месяц. График работы. Пятидневка. Место работы Белград. От. А? Только от. От 100 тысяч динар. От 100 до 101. Аккуратно, товарищ. Смотри, ему мешает. Что вы тут сложили, скажи? Уберите это. Ладно, давай листаем дальше. Кальянная. Кого мы ищем? Девушку. Название какое Что интересное. ты будешь делать, девушка? Готовить кальяны, общаться с гостями, помогать создавать атмосферу, работать в сильной команде. Что мы даем? Мы даем 550 динар в час, плюс чаевые. Официальное трудоустройство, дружбу предлагаем, рост карьерный. Ладно. В общем, что-то кафе, я так понимаю, да, какое-то тоже. Кальянное. Дальше давай. С русским паспортом. Смотри, как интересно. Ну, давай прочитаем. Работа в Сербии, в Белграде. Опыт. Больше 1 года. Запуск, оптимизация масштабированных компаний. Анализ трафика. В общем, это не для моего ума. Я не понимаю, что они хотят. Но меня просто что здесь увидела я, красным цветом отмечено, что работа только физически в офлайн офисе в Европе. И второе красным цветом отмечено: с русским паспортом просьба не беспокоить. Так что такое тоже есть. Встречается. Ладно, мы с русским паспортом беспокоить не будем. Давай дальше. Кстати, мастер маникюра и педикюра. Опыт работы от 3 лет. Ищем хорошего мастера, который любит свою работу. Опыт от 3 лет. Бла-бла-бла. Зарплата не указана. Вот. То есть, в принципе, если вот так вот подвести итог небольшой, в телеграм-канале в основном такие простые, либо рабочие какие-то вакансии предлагают. То есть это клининг, это повара, работники ресторанов каких-либо, вот такси тоже, перевозки. В общем, что-то вот такое, я так понимаю. Вот. Ну, зарплата вот что-то около 100 тысяч динар в месяц. То есть очень близко ко всему этому, да? Практически. Вот 80, 90, 100 тысяч динар в месяц. Примерно так. Вот. Ну, вот как видите, одно объявление попалось, что с русским паспортом просьба не беспокоить. Ну, видимо, встречается и такое. Вот. А если на сайте искать работу, то, конечно, там встречаются разные. Мы посмотрели только те специальности, где указана зарплата. Их на самом деле намного больше. То есть профессии разные, требуются люди. Но здесь вообще никак не обойтись. То есть знание сербского языка, конечно же, обязательно. Плюс различные другие языки. Английский и так далее. Предлагают, да, какие-то варианты работы, если вы знаете еще какие-то языки. А давай еще, знаешь что, ради интереса, вот на этом сайте посмотрим по городам. Сколько вообще, давай, не там, где указаны зарплаты, а вообще, в принципе. Давай вот начнем с ниши. Смотрим ниш, сколько всего вакансий. Вот, пожалуйста. Вот есть ниш. 171 вакансия. Нови Сад 415. То есть, 3 раза больше. Белград 1700 вакансий. То есть это по сравнению с нишем насколько больше? В 10 раз. Вот. Субботица 156, даже меньше, чем в нише. И что еще? Какие у нас там города есть? Помельче что-нибудь. Шабац 110. Смедорево 107. Зринянин 106.
Вот. Ну, в общем, чем меньше городов, конечно, тем меньше вакансий. И, например, Субботица даже меньше предложений, чем в нише у нас. Ну, естественно, Белград в первую очередь, потом Нови Сад, потом Ниш. Кстати, да, получается, на третьем месте опять же стоит. То есть по размерам, соответственно, города. Правильно получается? Вот он на третьем месте по размеру в Сербии, Ниш. И вот также по вакансиям получается. Ну и дальше все остальное. Субботица и меньше, меньше, меньше. Все, сделали обзор. В общем, если открываются эти сайты в России, то вы можете самостоятельно открыть, все посмотреть, полистать, где можно выбрать перевод, как мы показали, и посмотреть, что вообще предлагают. Но вывод один. Чтобы работать в Сербии, если у вас нет варианта удаленного, вывод только один, конечно же, нужно знать сербский язык в первую очередь. Поэтому, например, мы когда сюда приехали, сын сразу сказал, что даже сейчас не буду искать работу, потому что мне нужно сначала выучить язык. И я могу сказать, что он это сделал. В отличие от меня, практически он уже нормально общается. Хотя, ну, конечно, он не считает, что прям хорошо, но, в общем-то, он может пообщаться на сербском языке. Его понимают, и плюс он еще знает английский. Поэтому все шансы есть. Пусть занимается дальше поиском. Есть у него и варианты. То есть работу, если искать, найти можно. Но я, например, не ищу. Во-первых, потому что я не знаю сербского до сих пор. Очень прям мало. То есть я понимаю, что говорят, но разговаривать я особо по-сербски не могу пока. Поэтому я адекватно понимаю, что без знания языка я не смогу найти себе работу нормальную, официальную. Но я хочу развивать просто свое дело дальше. Это рисование, продажа своих картин. У меня на это расчет, что будет какая-то прибыль. Пусть она там не обеспечит мне мою жизнь дальнейшую, но хотя бы какая-то прибыль будет. И меня это устроит. Вот. То есть вывод один: изучать сербский язык нужно. Но если у вас есть какая-то стабильная удаленная работа, тогда можно не